Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Зангезурском коридоре вновь вывели тему транспортных маршрутов Южного Кавказа в центр международной повестки. По его словам, полноценное открытие коридора позволит вывести сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении на новый уровень, а новый железнодорожный путь Карс-Гдыр-Аралы-Гдилюджу длиной 224 километра станет основным звеном всей схемы. Турецкий лидер не скрывает, что Анкара делает ставку на масштабное расширение железнодорожной сети. К 2028 году ее протяженность в Турции должна достичь 17,5 тысяч километров, а к 2053 году – почти 29 тысяч километров. За этим стоит не только транспортная модернизация, но и стратегическая цель – закрепить Турцию как ключевой хаб, связывающий Европу, Ближний Восток и Кавказ. В представлении Эрдогана проект имеет миротворческий характер, ведь транспортная интеграция, по его логике, должна снизить напряженность и создать предпосылки для примирения. Однако за красивой риторикой скрываются сугубо прагматические интересы. Турция и Азербайджан рассчитывают ежегодно перемещать через Зангезурский коридор около 5,5 миллионов пассажиров и до 15 миллионов тонн грузов. Это означает миллионы долларов прибыли, новые рынки сбыта, рост политического влияния и усиление зависимости соседних государств от их транзитных маршрутов. Для Армении же этот проект воспринимается совершенно иначе. Армянское общество и значительная часть политического спектра рассматривают коридор не как дорогу к миру, а как инструмент давления и фактическую утрату контроля над собственными территориями. Оппоненты власти утверждают, что страна рискует превратиться в транзитный придаток, лишенный возможности самостоятельно определять свою транспортную и внешнеэкономическую политику. Более того, сама концепция коридора воспринимается как удар по суверенитету, ведь она подразумевает особый режим движения без полноценного контроля со стороны армянских властей. На этом фоне резко усилилась критика в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в готовности узаконить проект под видом мирного соглашения. В оппозиционных кругах звучат заявления о том, что это не мир, а капитуляция, и что под лозунгами примирения фактически закрепляется зависимость Армении от Турции и Азербайджана. Жесткую реакцию высказал и бывший советник по национальной безопасности президента Армении Владимир Погосян, который в своем обращении заявил, что никакого коридора не будет и что фантазии Эрдогана обречены на провал, поскольку они ведут Турцию и Азербайджан к краху. По его словам, Армения – это не народ торговцев, а народ созидателей, и попытки свести ее роль к транзитному узлу противоречат как истории, так и современным национальным интересам. Дополнительный пласт в обсуждении вносит популистская риторика самого Пашиняна. Он утверждает, что теперь идеи и теории рождаются в народе и лишь затем формулируются властью, которая воплощает их в жизнь. Но многие аналитики видят в этом классический прием популизма – отождествление себя с народом, противопоставление честной власти коррумпированным элитам, а также борьба против науки и образования, которые мешают продвижению собственных нарративов. Такая логика может быть опасной, ведь она подменяет стратегическое мышление сиюминутными лозунгами. Внешняя политика, построенная на подгонке под международные процессы, также критикуется как обслуживающая чужие интересы, а не собственные. В реальности государственная стратегия должна исходить из национальных приоритетов, а не из требований внешних игроков. Не менее жестко против Зангезурского коридора выступает Иран. Старший советник верховного лидера Али Акбар Вилаяти прямо заявил, что Тегеран не допустит создания так называемого «американского коридора» на Кавказе. Для Ирана Кавказ исторически служил оборонительным щитом, начиная еще со времен Кира Великого, и любые попытки изменить баланс в регионе воспринимаются как угроза его безопасности. Следует отметить, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в недавнем разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость учитывать интересы Тегерана в ходе переговоров с Азербайджаном и западными странами. Фактически Иран заявляет о готовности активно включаться в региональную игру и препятствовать реализации схем, которые могут ослабить его позиции. Россия же в этой конфигурации проявляет себя как враждебная сторона.
Несмотря на видимость нейтралитета, Москва не раз демонстрировала, что ее интересы в регионе направлены не на поддержку армянского суверенитета, а на сохранение собственной сферы влияния и контроля. Российские миротворцы в Карабахе так и не выполнили своей ключевой миссии – защитить армянское население, что стало одной из самых болезненных страниц в новейшей истории региона. Сегодня Кремль открыто показывает, что рассматривает Южный Кавказ исключительно через призму своих геополитических игр, не считаясь с интересами Армении. Более того, зависимость Армении от российских экономических и энергетических каналов делает ее еще более уязвимой. Враждебность Москвы выражается и в том, что Россия не заинтересована в усилении армянской государственности, предпочитая видеть в Ереване слабого и управляемого партнера. Все эти факторы превращают Зангезурский коридор в многоуровневую проблему, где переплетаются интересы сразу нескольких центров силы. Для Турции и Азербайджана это дорога к экономическому усилению и стратегическому контролю над регионами. Для Армении – риск потери суверенитета и превращения в слабое звено. Для Ирана – угроза национальной безопасности и прямое вмешательство во внутренние дела региона. Для России – лишь еще один инструмент давления и удержания контроля над Арменией. Перспективы проекта можно рассматривать в трех сценариях. Кризисный сценарий предполагает, что Турция и Азербайджан будут пытаться реализовать проект в одностороннем порядке, оказывая давление на Армению и используя слабость ее политического руководства. В этом случае ситуация может перерасти в новый виток конфронтации, в том числе с вовлечением Ирана, который прямо заявил о своей готовности противостоять любым угрозам безопасности. Армения же в такой ситуации рискует оказаться втянутой в серьезный кризис, где ее возможности влиять на процессы будут минимальными. Компромиссный сценарий возможен при условии, что будет найдено промежуточное решение, которое позволит Армении сохранить контроль над своей территорией и одновременно обеспечить транспортное сообщение. Такой вариант потребует сложных переговоров и международных гарантий. Однако он может снизить градус напряженности и хотя бы временно стабилизировать регион. Но при этом Армения должна будет проявить твердость и не позволить трансформировать соглашение в фактический диктат. Оптимистичный сценарий предполагает, что Армения сумеет выстроить собственную стратегию и заручиться поддержкой внешних партнеров, способных уравновесить давление Турции, Азербайджана и России. В таком случае страна могла бы превратить транспортные маршруты в инструмент развития, а не в угрозу суверенитету. При этом важно, чтобы Армения сохранила контроль над своим пространством и не позволила внешним игрокам диктовать условия. Таким образом, будущее Зангезурского коридора остается открытым. Он может стать как источником стабильности и экономического роста, так и новой ареной борьбы за влияние. Исход будет зависеть от того, сумеет ли Армения найти внутренние ресурсы и международных союзников для защиты своего суверенитета и интересов. Южный Кавказ вновь оказался на линии геополитического разлома, и в ближайшие годы станет ясно, будет ли он путем к миру или путем к новым конфликтам. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.